Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хочу посвятить игрушке из серии «Военная техника», а именно легковому автомобилю ГАЗ-69, который производился на Тульском патронном заводе. Точную дату начала производства этой игрушки мне установить нелегко, но известно, что игрушки серии «Военная техника» начали производиться в 1967 году. Также известно, что перестали их производить в 1995 году. По некоторой информации, ГАЗ-69 перестали производить в 1992 году из-за сложности изготовления и большого количества брака, так как в то время литье этих игрушек было перенесено в филиал Тульского патронного завода в Новомосковск. Прообразом для этой модели послужил реальный советский автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-69, который был создан конструкторами Горьковского автозавода в послевоенное время. Данный автомобиль популярен до сих пор из-за своей удачной конструкции и технических характеристик, не говоря уже о середине 20 века, когда данный автомобиль использовался во всех отраслях народного хозяйства СССР и был просто незаменим. Применение различных модификаций машин ГАЗ-69 советской армией осуществлялось для выполнения требуемых боевых задач и обеспечения систем защиты и связи, а также размещения пусковых установок. В народе его называли и Бобик, и Труженик, и Козлик, и Газик, но это скорее были ласковые прозвища, так как машину действительно любили и почитали за ее вездеходность. Игрушка легковой автомобиль выпускалась под номером 1 в серии «Военная техника», и на сегодняшний день этот ГАЗ-69 является одним из самых дорогих и желанных экземпляров этой серии. Почему он так ценен и редок, мне сложно сказать, но лично у меня в детстве такого не было, и ни у кого из моих друзей тоже. Может быть, тираж был не очень большой у него, а может быть, чаще он продавался только в составе наборов, и не все имели возможность такие наборы купить. Может быть, из-за технологических сложностей не было возможности силами других предприятий производить в нужных количествах этот автомобиль. Ведь, как известно, другую технику этой серии производили многие предприятия, такие как Днепропетровский завод тяжелых прессов, Жмеринковский завод «Сектор», Запорожтрансформатор, Харьковский шлифолитейный завод и другие. Сделан этот ГАЗ-69 полностью из металла. Пластиковыми деталями у него являются только руль и колеса. Пропорции относительно реальной модели у него не очень точно соблюдаются, и масштаб примерно 1 к 66. Учитывая то, что производился он в литейном цехе патронного завода, то и красили его соответствующей оружейной краской. Но найти сейчас этот автомобиль без сколов и царапин задача трудная, даже с такой хорошей краской. Хотя этот ГАЗ-69 из металла, но все-таки имеет свои слабые места. Чаще всего отламывается у него фаркоп и передняя рамка стекла. У моего экземпляра фаркоп отломан, а рамка стекла немного погнута. Автомобиль этот в процессе производства менялся в некоторых деталях, что в свою очередь сделало его более привлекательным для коллекционеров. На сегодняшний день можно насчитать около десятка разновидностей этого ГАЗ-69, которые обусловлены какими-то технологическими изменениями в процессе производства. Отличия могут быть в надписях на днище, количестве и форме заклепок, форме некоторых деталей корпуса, подкрашивании деталей и тому подобных мелочах, которые истинным коллекционерам очень интересны. Самые ранние модели конца 60-х, начала 70-х годов были без клейма завода и цены на днище. В этот период могли присутствовать цифры от 1.1 до 1.4. Слева над задней аркой колеса горловина бака отсутствовала. Оси колес были немного тоньше, чем в более поздних моделях. Также ранние модели могли отличаться капотами, которые могли быть более выпуклыми и внешне почти сливались с рамкой переднего стекла. Боковые прорези на капоте имеют форму более выпуклую, чем позже, и размещены более кучно, и визуально ближе к петлям передней двери. Также полоса под этими прорезями визуально примыкает к передним дверям, а расстояние от полосы до решетки радиатора значительно больше, чем в более поздних моделях 80-х годов. Фаркоп был более широкий, а заклепка на днище была одна сзади и вдавлена внутрь. Руль у ГАЗ-69 черный, а передние фары подкрашиваются белой краской. Дверные ручки визуально немного короче и толще, чем в более поздних моделях. Нижняя петля двери расположена немного ниже середины двери, на задней части линии более тонкие и четкие. Автомобиль ГАЗ-69 периода середины 70-х годов стали делать вообще без каких-либо надписей на днище.
Оси колес стали немного толще. Чуть позже на днище стали просто ставить печать с ценой 50 копеек. В начале 80-х годов на днище появляется штамп с ценой 50 копеек в овале. Оси колес становятся еще толще и так до конца производства. Заклепка на днище становится больше по размеру. Дверные ручки делают более толстыми. Слева над задней аркой колеса появляется горловина бака. Боковые прорези на капоте становятся по форме более плоские и смещаются в сторону решетки радиатора, то есть теперь они не примыкают близко к дверям. Нижняя петля двери опускается почти до самого ее края, и так до самого конца производства. Ближе к середине 80-х на днище появляется прямоугольная рамка с логотипом завода и ценой 50 копеек. Фаркоп уменьшается в размерах. Боковые прорези на капоте становятся по форме более узкие. Также полоса под этими прорезями визуально располагается по центру прямо под прорезями и уже не примыкает к дверям. Дверные ручки становятся более узкие. Далее с середины и до конца 80-х годов с ГАЗ-69 происходят в основном изменения на днище. Логотип и цена могут меняться местами, переворачиваться на 180 градусов, быть крупнее или мельче. Заклепка на днище сначала, как и в ранних моделях, вдавлена внутрь, а потом становится выпуклая. В автомобилях конца 80-х годов перестают подкрашиваться передние фары белой краской, а руль красят в цвет модели зеленой краской. На днище вместо одной большой заклепки сзади появляются две заклепки и сзади, и спереди. В конце производства в период 90-91 года на этих автомобилях на днище пропадает цена и остается только прямоугольная рамка. Общее исполнение и покраска отливка становится грубее. Наверное, общая усталость пресс-формы и перенос производства в другой цех дали о себе знать. Судя по перечисленным особенностям, мой экземпляр относится к 1986-87 года выпуска. Об этом говорит прежде всего одна выпуклая заклепка на днище. Коробок к этой игрушке, судя по всему, было несколько разных вариантов, которые отличались по дизайну, цвету и надписям. В составе наборов автомобиль размещался просто в общей коробке, в выделенном ему месте в пенопласте. Если вам интересен автомобиль ГАЗ-69, то на моем канале есть еще один обзор по этой модели, а также по другим моделям ГАЗ. Переходите по ссылке, которая появилась сейчас у вас на экране. Всем мирного неба над головой и до новых встреч!